Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодняшний выпуск будет посвящен лютой прокачке электросамоката Kuga G1. Наши постоянные зрители и постоянные покупатели, и в целом все, кто следят за нашей философией, знают, что мы занимаемся только оригинальной брендированной продукцией. И вы спросите, что же у нас делает Kuga? Но данный проект интересен тем, что практически все в этом самокате будет заменено на топовую комплектацию. Именно поэтому мы решили вам продемонстрировать этот эксперимент. Что у нас здесь будет сделано? Быстренько пробежимся, а потом в мастерскую. Итак, по тормозам вместо обычной китайской механики у нас будет немецкая четырехпоршневая Magura MT5 с датчиками. И роторы у нас будут вот такие вот анодированные в цвет, с теплоотведением, с радиаторами. В качестве резины мы будем рассматривать либо дорогущую итальянскую PMT 10х3, но она у нас бескамерная, соответственно, нам придется переоборудовать ниппель и так далее. Очень дорого это все может стать, поэтому, возможно, мы рассмотрим обычную CST-шную резину. Дополнительный свет, то есть то, что в деке мало кому хватает, давайте будем честными. Здесь у нас будет стоять Motovolf, это итальянский свет. Выглядит весьма консервативно, я считаю, достаточно стильно. А так, этим светом можно забивать гвозди, и так он накаляется, что можно даже яичницу жарить. Но при этом он не перегорает, в отличие от обычной китайчатины. По внутряночке, значит, поменяем заводской контроллер на двойной контроллер на 27 ампер от Minimotors, дуалтронский. Естественно, вместе с ним мы поменяем курок, а также поставим сканер отпечатка пальцев. У нас будет стоять новая батарея на 60 вольт уже, рабочее напряжение 60, максимальное 67,2. Деку, для того чтобы в нее поместилась новая химия размером 21700, это будут тесловские ячейки, Panasonic, кто как называет. Чтобы они у нас сюда поместились, мы будем проставку делать между декой и батареей. Это будет из оргстекла с пазами для подсветки. Подсветка будет управляться через приложение. Чтобы вскрыть деку, нужно отклеивать вот эту антискользящую наждачечку. Здесь у нас крепежи. Потом она обратно уже практически не приклеивается. Раз. На нее налипает слой грязи, пыли и так далее. Потом она просто может потихонечку даже скатываться у вас здесь в трубочку. Поэтому мы меняем деку полностью. Дальше смешное. У нас здесь написано номинальное напряжение, nominal voltage. А дальше идет nominal capacity. Вот такие опечатки, они присутствуют везде. И на упаковках, и на маркировках, везде. Оригинальная, настоящая качественная продукция себе просто не может такого позволить. Сами понимаете. Это же относится и к сплаву металла, и к прочим узлам, агрегатам и комплектующим. Ну что же, перемещаемся в мастерскую, а потом посмотрим, что у нас получилось.
Итак, друзья, что у нас получилось в результате очень объемных и трудоемких процессов? У вас это заняло 2-3 минуты, у нас это, как обычно, заняло месяц. Общий конфиг у нас теперь на 60 вольт, максимальная заряженная батарея 67,2. Старый был на 52 вольта. Емкость 28 ампер-часов. Ячейки Tesla. Химия Li-NMC. Размер 21700. Мы почти вдвое увеличили емкость батареи. Заводская была 1070 ватт-часов, а наша 1880 ватт-часов. Пробег в эко-режиме стал на 50-60% больше. Для человека 70-80 кг реальный запас хода до 90 км. Скоростные динамические характеристики тоже стали гораздо лучше. Первая задача – сильно не жарить заводские моторы. И вторая задача – освободить больше пространства под батареей в мангале. С этими задачами отлично справился сдвоенный контроллер Minimotors по 27 ампер. Пиковое значение заводской конфигурации в режиме полного привода было меньше 3 кВт. Теперь при максимально заряженной батарее в каждое колесо вкачивается более 1800 Вт. Полный привод 3600 Вт плюс. Максималка 65-70 км в час. Заводские 3-дюймовые покрышки заменили на более тонкие CST 2,5 на 10 дюйма. Они легче и за счет более тонкого профиля заваливать и управлять самокатом немного комфортнее. Мы отказались от идеи устанавливать резину PMT 10 на 3. Во-первых, она стоит на порядок больше. Во-вторых, из-за того, что она бескамерная, необходимо проводить работы по адаптации колес, а это также скажется на бюджете. Вместо заводских механических тормозов мы установили 4-поршневую гидравлическую систему Magura модель MT5E. Роторы 140 мм с радиаторами. Больший размер не влезает из-за креплений крыльев и прочих мелочей. Передний тормоз был установлен без каких-либо подводных камней. На установку и настройку заднего тормоза ушло несколько дней. Для смещения калипера и надежного крепления мы выточили специальный переходник. Спереди у нас теперь установлен такой вынос кронштейн. И на нем фары итальянские Motovulf. 6-пиновые, это у нас 45 Вт мощность, есть еще более мощные, но смысла нету. Светят очень мощно и без движения, через буквально 2-3 минуты на них уже можно жарить яичницу. В плане дизайна, может быть, это не самое лучшее решение, но мы именно с этим производителем работаем, потому что этими фонарями можно хоть гвозди забивать, они реально неубиваемые, водонепроницаемые, и хоть они и на 80 вольт, но максимально заряженные конфиги 72-вольтовые выдают 84, а они все равно не горят. Ну, немного греются, но не горят. При этом многие китайские фонари бы уже давно погорели. Так, едем дальше. Что у нас еще на руле? Ну, пока что здесь обычный механический звонок. В дальнейшем мы здесь планируем поставить клаксон. Как и было Эко Турбо, задний привод, полный привод. Этот функционал мы сохранили. Добавили блок из 2 кнопок. Это водонепроницаемые кнопки. Такие противоударные, хорошие, качественные кнопки. На одной у нас свет, а на второй кнопке у нас вся остальная подсветка. Она подключена через дисплей. Дисплей от Dualtron и сканер отпечатка пальцев. Раньше здесь стоял вольтметр с замком зажигания. Теперь он не понадобится у нас. Вместо него более современные технологии. Итак, что у нас еще по иллюминации? Спереди итальянская оптика на выносе, 2 фары вы видели. Сзади мы установили габариты с поворотниками. Теперь все ярко видно в любое время суток. И оставили штатные фонарики внизу, это стоп-сигнал. Дека с подсветкой, здесь проставка для того, чтобы поместилась батарея из ячеек 21700, потому что старая была на 18650. Соответственно, здесь стоит проставочка и дека с подсветкой, которая управляется через приложение. Wi-Fi модуль, поэтому все можно сделать через телефон, не обязательно ничего вскрывать, какие-то контроллеры там искать и так далее. Поверхность деки специально сделана рифленой и матовой.
Но для еще большей уверенности можно наклеить полосы антискользящей ленты. В дальнейшем еще добавится блок для самих поворотников, для управления. И самое главное, что у нас планируется, полная переборка подвески и замена амортизаторов на гидравлику DNM. Что ж, ребят, очень интересно ваше же мнение по поводу того, есть ли смысл вкладывать в такой самокат 3 стоимости самого самоката. Может быть, стоит делать что-то конкретное одно, или там 2-3 какие-то вещи тюнинговать и дорабатывать. В общем, пишите комментарии, пальцы вверх и до новых встреч, пока!